Привет! Это очень короткий рассказ о реставрации тумбочки, которую своими руками 70 лет назад изготовил мой тесть, когда работал столяром. Для удаления старой краски из сломанного ножа был изготовлен вот такой скребок, а для разогрева краски был использован самодельный 300-ваттный фен. Наверное, дело пошло бы быстрее, если бы у меня был строительный фен, но ради одного использования я его покупать не стал. 4 слоя краски, которые я удалил с поверхности тумбочки, весили около 1 килограмма. Остатки краски я удалил с помощью дисковой шлифовальной насадки для дрели. Шпатлевка была изготовлена из готовой гипсовой смеси, минимального количества воды и клея ПВА. Этой шпатлевкой я зашпатлевал крупные повреждения поверхностей и щели. Затем с помощью наждачной бумаги были удалены неровности, которые остались после шпатлевки. А вот такая самодельная лейка позволяет переливать краску в более удобную тару, если предполагается использовать лоток и валик. Ну а серый цвет грунтовки я выбрал, так как планировал покрасить тумбочку в 2 оттенка серого цвета. В качестве дозатора для красителя я применил медицинский шприц. Он позволил получить точные пропорции красителя и краски без многочисленных экспериментов. Но это, конечно, не избавляет нас от проверки колера. Стоит добавить, что время перемешивания краски при колеровке должно быть не менее 10-15 минут. Фабричный лоток для краски стоит дорого. За эти деньги я мог бы купить банку краски или 5 меховых валиков. Поэтому я наладил изготовление одноразовых лотков из пластиковых бутылок. Когда лоток загрязняется, я просто вырезаю из бутылки новый лоток и прикручиваю его к старому основанию. Например, на окраску этой тумбочки было истрачено 5 пластиковых бутылок. Вместо цилиндров одноразовых шприцев можно использовать деревянные бруски подходящей толщины. Сначала я загрунтовал все поверхности, стараясь наносить как можно более тонкий слой грунта. Для этого этапа я выбрал дешевый поролоновый валик, но ближе к концу процесса грунтовки он испортился. Поэтому для окраски я выбрал валики из искусственного меха, по одному для каждого цвета краски. На время высыхания первого слоя краски валики были спрятаны в пластиковые мешки, чтобы они не засохли. А вот он и последний штрих, после которого можно взглянуть на результат. Подписывайтесь на канал только если вам понравился ролик. Творческих вам успехов, друзья!